Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание народным приметам на 7 марта. Поговорим о том, что можно, чего категорически нельзя делать по народным приметам. Уделим внимание церковному календарю. Напоминаем, сегодня день Матроны Московской. И, конечно же, друзья, поговорим о том, чего категорически нельзя делать. Далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк. В комментариях напишите слово «род» и попросите Вселенную, чтобы ваш род помог вам в жизни. Особенно если у вас достаточно тяжелая ситуация. Прописывайте все в комментариях. Помните о том, что Вселенная слышит каждого. Итак, друзья, 7 марта Православная Церковь почитает память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, который был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла. Поликарп прожил достаточно долгую жизнь, и более 60 лет он управлял Смирнской паствой и стал, как говорится, вождем всей Азии в христианстве после смерти Игнатия Богоносца. Жизнь Поликарпа была полна трудов и подвигов во имя веры. Он был неутомимым проповедником Евангелия и активно боролся с ересями, которые появлялись в то время. Поликарп был известен своей мудростью и благочестием, и многие христиане обращались к нему за советом и за наставлением. Жизнь епископа завершилась мученически в период правления императора Марка Аврелия. Поликарп был арестован и приговорен к сожжению на костре. Согласно преданию, когда пламя костра окружило Поликарпа, он начал молиться, и огонь не причинил ему вреда. Тогда палач решил проткнуть его копьем, и из раны Поликарпа хлынула кровь, которая погасила пламя. Перу Поликарпа принадлежало множество посланий к отдельным лицам и разным церквям. До наших дней сохранились только послания к филиппийцам, в котором Поликарп призывает крестьян к единству и терпению, напоминает о важности молитвы и благодарности Богу. Также 7 марта Православная Церковь отмечает обретение мощей блаженной Матроны Московской, одной из самых почитаемых в России. Блаженная Матрона родилась в 1881 году в селе Себино Троицкого уезда Московской губернии. С детства она была болезненной и слепой, но, несмотря на это, обладала даром прозорливости и исцеления. Матрона прожила долгую жизнь, пережила многие трудности, гонения, но всегда оставалась верной своей вере и помогала людям. После кончины блаженной Матроны в 1952 году ее мощи были тайно погребены на Даниловском кладбище в Москве. И только спустя 40 лет, в 1992 году, мощи были обретены и перенесены в Покровский монастырь в Москве, где они находятся и по сей день. Обретение мощей блаженной Матроны стало важным событием для православной церкви и верующих. Мощи блаженной обладают целебной силой и помогают многим людям, которые страдают от болезней и недугов. К мощам блаженной Матроны приходят тысячи паломников со всей России и из-за рубежа, чтобы помолиться и попросить заступничества. Блаженная Матрона Московская является покровительницей слепых, больных и страждущих, а также те, кто ищет утешения и поддержки в трудных жизненных ситуациях. Ее жизнь и подвиг напоминают нам о важности веры, надежды и любви к ближнему. В этот день, отмечая обретение мощей блаженной Матроны, Православная Церковь всех верующих призывает молиться о здравии души и тела, о помощи и заступничестве блаженной Матроны в трудных жизненных ситуациях, а также о прощении грехов и спасении души. Мы вам в описании к этому видео, друзья, оставим молитву блаженной Матроне Московской. И вы можете сегодня в любое время обратиться к Матроне и попросить у нее того, что вы считаете важным и нужным для себя. Если нет желания читать молитву, всякое бывает, обратитесь к ней от чистого сердца, она обязательно вам поможет. Ну а в народном календаре 7 марта назвали как Поликарпов день, день
Поликарпа или кислые девки. И этот день имеет интересное народное название, которое связано с традициями и поверьями. В старину наши предки верили, что девушки, которые не успели выйти замуж до этого дня, должны были начать грустить, понимая, что до конца весны перемен в их судьбе может не быть. Ну а чтобы найти суженого, они совершали различные обряды и ритуалы. Одним из таких обрядов было кружение на правой пятке. Девушки крутились вокруг своей оси, надеясь, что это поможет им найти свою вторую половинку. Помимо этого, в этот день девушки пекли вкусные блины и угощали ими своих друзей и родственников. Блины символизировали солнце и тепло, которые помогали прогнать холод и зимушку. Кроме того, в этот день было принято ходить в баню и молиться о здоровье и о благополучии. Существует также версия, что название праздника «Кислые девки» связано с тем, что в этот день пекли пироги и пили кислый квас. Кислые продукты считались символом здоровья и долголетия, а также считалось когда-то, что это помогало очистить организм от шлаков и токсинов. В Поликарпов день полагалось сходить в церковь, чтобы в молитвах вспомнить о святом Поликарпе Смирнском. У великомученика просили помощи в воспитании детей и исцелении от болезней. Считалось, что святой может помочь и в решении этих проблем. А мы вам оставим, друзья, в описании к этому видео молитвы, которые обязательно прочитайте в этот день, 7 марта. В этот день на Руси когда-то пекли пироги. Делали это не просто так, а со смыслом. Как только кислое тесто начинало подниматься, его полагалось 3 раза зачерпнуть наперстком, шепча при этом имя полюбившегося молодца. Выпечкой, естественно, занимались девушки. Как только пироги доставали из печи, они начинали их резать на кусочки, чтобы раздать незамужним подружкам. Наши предки верили, что этот ритуал поможет обустроить свою судьбу. Ну а вечером так называемые кислые девки набирали в подол снег и трясли его наподобие сида, обязательно проговаривая определенные слова. А после слушали, в каком дворе залает собака, то там и надо было искать будущего мужа. Кроме того, в Поликарпов день существовал обычай совершать гадания. Девушки выходили на мороз и смотрели, как дымится их дыхание. Если дыхание поднималось прямо вверх, то это предвещало счастье в любви. Если же дыхание развеивалось в стороны, это означало, что девушке придется искать свою любовь еще долго. Еще был один обычай, который заключался в том, что девушки начинали крутиться на правой пятке. Помогало это ли нет, но сказать достаточно сложно, но в народную примету верили. Согласно народным поверьям, в этот день можно было судить о погоде на ближайшие дни. Если в этот день стоит холодная и ясная погода, то это предвещало хорошую теплую весну. Но если погода пасмурная и морозная, то это может означать, что весна будет холодной и дождливой. Также в Поликарпов день, 7 марта, народные предсказатели погоды считали птиц наиболее надежными прогнозистами. Люди внимательно наблюдали за поведением пернатых и делали выводы о том, что же ждет их в ближайшем будущем. В частности, считалось, что воробьи – самые точные прогнозисты погоды. Если в Поликарпов день эти птицы активно трудились над сооружением гнезд, это означало, что зима окончательно ушла и можно ожидать тепла и солнечной погоды. С другой стороны, если воробьи прятались под крышами домов, не проявляли никакой активности, это предвещало приход метели и холодов. Не менее важным были и наблюдения за сороками в этот день. Если эти птицы в Поликарпов день улетали в лес, это означало, что зима окончательно позади и можно ожидать прихода весны. Но если сороки оставались в населенных пунктах и не проявляли никакого желания улетать, это предвещало, что холодная погода еще не отступила и необходимо готовиться к продолжению зимы. Ну а туман, который окутывал землю в этот день, также считался предвестием ненастного лета. Люди верили, что если в этот день туман будет густым и долго не будет рассеиваться, то лето будет дождливым и прохладным.
Еще одно народное поверье было связано с сосульками на крышах домов. Если их было много, это означало, что зима задержится и холодная погода будет еще держаться долгое время. Что же нельзя было делать 7 марта по народным приметам, традициям и обрядам? Вы знаете, в Поликарпов день, который празднуем все мы 7 марта, существовало множество запретов и ограничений, которые необходимо было соблюдать, чтобы не навлечь на себя неприятности. В этот день люди старались придерживаться всех народных примет, чтобы не гневить высшие силы, которые могут за непослушание серьезно наказать. Одним из главных запретов в этот день являлось убийство пауков. Согласно поверью, паук, который плетет паутину в углу дома, является знаком того, что в семье будет счастье и Божья благодать. Но если же его сместить, прогнать или, что еще хуже, убить, то семейство постигнет нищета и горе. Также в этот день нельзя было заниматься тяжелой физической работой, особенно связанной с землей. Считалось, что в этот день земля отдыхает и накапливает силы для будущего урожая. Если же нарушить этот запрет, то можно навлечь на себя неурожай и другие неприятности, которые будут связаны с землей. Еще одним важным запретом в этот день является запрет на ссоры и конфликты. Считалось, что в этот день нельзя ругаться, кричать и спорить, чтобы не навлечь на себя неприятности и негативные энергии. Кроме того, в Поликарпов день нельзя было начинать новые дела и проекты. Считалось, что в этот день лучше сосредоточиться на завершении уже начатых дел и подведении итогов. Если же нарушить этот запрет, то можно навлечь на себя неудачу и провал в новых начинаниях. Кроме того, одной из важных народных примет этого дня являлся запрет для женщин проводить этот день исключительно в женской компании. Согласно народному поверью, если женщины будут проводить этот день без мужчин, то весь год у них пройдет в сплетнях и в разговорах, а сильный пол станет игнорировать их. Эта народная примета особенно касалась незамужних девушек, поскольку им она сулит одиночество и любовную тоску. Ну а чтобы избежать негативных последствий, женщины должны были обязательно пригласить к себе в гости мужчин. Это мог быть брат, отец, друг или коллега. Главное, чтобы присутствие мужчины помогало избежать сплетен и всевозможных скандалов. Кроме того, одно из главных правил заключалось в том, что не рекомендовалось в этот день проводить день дома в одиночестве. Считается, что если вы будете сидеть дома одна, то как до лета никто в гости к вам и не зайдет. Поэтому в этот день нужно веселиться, развлекаться и радоваться вместе с друзьями и с близкими вам людьми. Еще одна важная народная примета касалась мужчин. Нельзя в этот день было грубить прекрасному полу. Грубиянов впереди ожидали неприятности и проблемы в общении с окружающими, из-за чего не будут ладиться ни работа, ни бизнес, ни любовные отношения. Поэтому мужчины должны быть особенно внимательны и уважительны к женщинам в этот день. Кроме того, еще одной главным важным запретом этого дня было не начинать утро с тоски и грусти. Считается, что если вы проснетесь в плохом настроении, то весь день пройдет в таком же духе. И к тому же могут случиться непредвиденные события, которые приведут к неприятным последствиям. Поэтому важно стараться просыпаться в хорошем настроении и настраиваться только на позитивные эмоции. Еще одним запретом 7 марта это не делать уборку. Считается, что если вы будете убираться в этот день, вы тем самым выметите из дома весь позитив и удачу. Этот запрет связан с тем, что в старину люди верили, что в этот день можно нарушить гармонию в доме и привлечь несчастье. Поэтому лучше отложить уборку на другой день. Кроме того, в этот день не стоило носить старые вещи. Считается, что если в Поликарпов день ходить в изношенной одежде, то можно притянуть к себе прошлые болячки и проблемы. Поэтому рекомендуется надеть что-то новое или хотя бы свежевыстиранное. Еще один запрет касался отношений между отцом и дочерью. В этот день отцу нельзя было ссориться со своей дочкой или дочками, так как во время скандала нечистая сила может вселиться в тело девочки и забрать ее душу. Поэтому важно соблюдать спокойствие и стараться избегать конфликтных ситуаций.
В целом, в Поликарпов день наши предки старались избегать любых действий, которые могли навлечь на них неприятности и негативные энергии. Поэтому этот день старались посвящать молитвам и вспоминали святого Поликарпа, а также смотрели на предсказания будущей погоды и исполнению обрядов, которые были связаны с сельским хозяйством и земледелием. Люди, которые родились 7 марта, обладают сильной волей и упорством. Они умеют добиваться своих целей и преодолевать препятствия. Однако им свойственны вспыльчивость и импульсивность, что может приводить к необдуманным действиям и конфликтам. Для того, чтобы сбалансировать свою эмоциональную сферу и укрепить дух, людям, родившимся в этот день, рекомендуется носить обсидиан и хризолит. Носить обсидиан и хризолит людям, родившимся 7 марта, следует в виде украшений или амулетов. Эти камни могут быть вставлены в кольцо, в подвеску или браслет. Важно, чтобы камни были натуральными и качественными, а также чтобы их носили так, чтобы они обязательно касались тела. Что же касательно снов, то 7 марта это особенный день, когда сны, увиденные днем, могут быть вещими, и согласно народных поверий, они исполнятся ровно через 7 лет. Друзья, вот такой у нас с вами день, 7 марта, в преддверии большого праздника, 8 марта, Международного женского дня. Мы всем желаем благополучия, достатка, радости. Пусть в вашей жизни будет все самое лучшее. Прямо сейчас ставьте лайк, а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.